Привет! В обновлении Make Believe добавили новый раздел «Списки уровней», а именно 3 вопросика. Тут находятся все секретные уровни, которые есть в игре. И раз уж это добавили, то я задумался, а имеют ли они смысл для канона. И так как я особо не рассказывал про эти уровни, то решил вместе с вами углубиться в эту тему. Поэтому в этом видео мы обсудим каждый секретный уровень. Начнем, пожалуйста, с секретного уровня «Стеклянный рай». Поскольку я про него подробно говорил в том видео, то чуть вкратце расскажу. Значит, чтобы попасть в этот уровень, нужно на уровне 11 зайти в высокое здание, подняться наверх и забрать ключ. После чего мы выходим из здания и идем по такому пути. И открываем дверь. Поднимаемся наверх и заходим. Стеклянный рай представляет собой, скажем так, небное место. Тут можно увидеть ссылки на шоу Трумана и белых тусовщиков, но это не интересно. Куда интереснее записка, которую я дам прочитать, чтобы освежить память. Пение водопадов возместило о судьбе того, кого вы когда-то считали своим предшественником. Волна, смывшая негативные чувства из зоны комфорта горного мудреца. Над бесконечным городом, пол, потолок и стены которого сделаны из стекла, пролетает космический корабль из другого космоса. Рай, он называется раем. Перед закатом солнце согревает ночь, которая рождает ангелов, несущихся на его плечах. Не бойся, ибо ты обладаешь необходимой мудростью. Библиотека знаний. Мудрец открывает дверь и обнаруживает себя идущим сквозь суровый и беспощадный воздух. Ты есть, я — это ты. Я там прикинул, что это описание уровня, но на Вики есть другое мнение. Вот эта фраза про библиотеку, это отсылка на ту самую библиотеку, в которой Винсент запретил заходить, так как там уборка. И это означает, что библиотеку добавят в обновление Skyward. В целом звучит логично, но получается по такой версии выходит, что библиотека как будто на воздухе, и это может объяснить, почему там есть книги про каждого существа. Но у меня вопрос, а какая там уборка может быть? Или у уборщицы есть специальный пылесос, который убирает пыль, находящуюся на воздухе? Но это ладно. Возвращаясь к стеклянному раю, то хочу сказать, что это отличный скип, ведь упав с балкона, мы попадаем на уровень 39. Также советую именно такому маршруту идти, если хотите попасть на уровень 40. Про каноничность этого уровня обсудим в конце, когда все секретные уровни мы обсудим. Следующий на очереди это лабиринт Джек. Чтобы попасть в этот уровень, нужно найти пугало на уровне 10. Оно находится за этим сараем. Это просто травяной лабиринт с тупым монстром. Он только выглядит стрёмно, а на деле лох, который не может догнать нас. Ведь он не научился бегать. На этом уровне мы должны найти доски, причем по очереди. То есть вы не увидите сразу 5 досок. Вам надо сначала найти первую, потом появится вторая, а потом появляется третья. И в целом это правильно. Уровень не так маленький, а если бы все доски были бы сразу видны, то Джек был бы еще больше опущенным. Ведь мы бы обходили его место, зная, что там ничего нет. Я рекомендую тут фонарик использовать. Да, доски светятся, но иногда не видно. В общем, собрав все доски, мы уходим, попадаем обратно на уровень 10. Так, а теперь сразу не отходя от кассы, идем в бонусную комнату и заходим в лифт. Дело в том, что есть секретный уровень, который даже не отображается в списке, а точнее под уровень. Уровень 2.32. Бесконечная реальность Джека. В общем, Джек, поняв, чтобы не быть лохом и нормально ловить жертвы, ему нужно подкачаться и посмотреть, как коллеги по цеху пугают людей. И когда посмотрел Удурс, он решает построить уровень, похожий на этот чертов отель. А потом Джек нанял Хатару, чтобы она привлекала туристов в лифт. Так мы и попадаем на этот уровень. Надо выбрать сложность и класс. Но класс надо купить, поэтому не берем. А сложность для вас я советую на первый раз брать легкую. Потом можно повышать. Просто уровень сам по себе легкий, но на первый раз он сложный. Это как, знаете, говорить, что сложность Майк Мастай в битве с Момо сложная. Но после тренировок становится проще, чем бой с королем. На уровне 2.32 можно найти старых знакомых. Вот тут вам и чел с 13 уровня. Хотя мне понравилось гостить, я рекомендую уезжать. Сегодня 32 октября, и когда наступает этот день, все здесь уже никогда не становится прежним. Такое чувство, будто здесь пронесся ураган, понимаешь? В любом случае, приятного вам пребывания. Можно найти Офелию. Эти решетки начинают раздражать меня. Это место не имеет смысла. Проклятая. Как кстати дела на твоей стороне? Не особо хорошо. Мне пришлось сражаться с большим количеством монстров. Ни один из них не рассказал мне, как выбраться. У тебя все хорошо? Я так думаю. Я не могу ничего найти поесть, кроме этих шоколадок. Это плохо. Пожалуйста, не умри от диабета до того, как я доберусь до тебя. Я с тобой увижусь, если я смогу найти другой путь.
Без самой Хатары тут не обошлось. Что продает спустя 15? Что? Хатару? О, привет, Майк. Продолжаешь внедряться в комнаты людей без разрешения? Извини, я не знал, что здесь кто-то есть. Реально? Хорошо. Уровень 13 очень интересный. Здесь много людей живут. Точнее, эти люди повсюду. Подожди, ты сказал, что здесь много людей? Ага. Я имею в виду не в моей комнате, ты понимаешь? Но если будешь их искать, то ты найдешь их. Увидимся. Про продавщицу, то есть Хелли, тоже не забыли? Сап. Что ты хочешь? Ты открыл этот магазин спонтанно? Ты собираешься задавать тупые вопросы? Или ты собираешься купить что-нибудь? У меня сегодня нет слишком много терпения. Тебя беспокоит присутствие бога Хэллоуина? Как ты думаешь? Джек может быть раздражающим, а если тогда, когда я прихожу к тупой Молли. Я даже не знаю, почему я с тобой продолжаю разговаривать. У нее можно купить товары, как кофе, самолетик и меч. Ну а также не стоит забывать про завистливую девушку, а именно Киото, золотой мальчик. Киото, как ты здесь очутилась? Всего лишь случайность. Это место заполнено сущностями. Как ты до сих пор живешь? Кажется, я освоился. У тебя нет оружия. Это твой питомец убивает сущности за тебя. Офелия не мой питомец. Приму это когда? Вообще-то слова, что Офелия это питомец, я бы разок врезал, но лучше просто промолчать. И какой-то спящий мужик. Я не знаю, кто это. Сперва мне пришлось убегать от гигантского клоуна. Сейчас это. Я ненавижу свою жизнь. Дальше теперь идут монстры. Безликий ребенок. Ее появление характеризует вот таким звуком. И она выходит из шкафа и нападает. В этот момент надо на нее посмотреть, чтобы она вернулась в свое укромное место. И если что, когда мы на нее посмотрели, то урона она вам не даст, даже если рядом. Дальше идет глазик. Он иногда может внезапно появиться и напугать. Тут тактика простая. Поступаем все так же, как в Дурс. Отворачиваемся и все. Дальше какой-то род. Он дружелюбный. Ему можно скормить предметы, а взамен получить деньги. Если пародия на Сик, это мертвецы, которые всегда спавнятся на уровне 25. Есть очень редкая сущность. Это владелец дома из уровня дымчато-серый. Просто надо убежать очень далеко, и он пропадет. Ну и, конечно, звезда отеля. Джек, который перестал быть лохом и начал нормально нападать. Тут схема как сразу. То есть увидели мигание ламп, услышали звук и прячемся в шкаф. Только когда уйдет, то вылезти сразу, а то у вас в этом шкафу может спавниться девочка, а вам это не понравится. Теперь переходим к предметам. Есть два фонарика, где тыквенную версию можно бросать. Шоколадку, самый лучший предмет, считайте как аптечка. Конфету, это, скажем так, русская рулетка. Может дать хп, а может и отнять. Кофе, просто ускоряет. Гонщик нелегальный, единственности скорости профессиональный.
Нет тебе покорности. Ведьмовая блоксикола. Временно делает бесконечную стамину. Молоток. И может быть игроков и лорда. Хот-дог. Как шоколадка, но меньше хп дает. Гающий ключ. Он ускоряет процесс починки генераторов. Динамит. Иногда он спавнится в ящиках и надо будет убежать. Меч, который можно купить в магазине Хелли. И монетки. Вот все это обсудив, можно переходить к сути. Вам, как и в Дурс, нужно дойти до 100-й комнаты. Там вы встретитесь с самим Джеком. Ты зашел так далеко, человек, но теперь ты не вернешься назад. И сейчас время пожертвования Хэллоуина, но сперва сыграем в прятки. И на первый взгляд кажется сложно, но потренировавшись, будет изи, чем поковыряться в носу. Как только заспавнились, идем сразу налево, чтобы Джек не увидел и не побежал. Нам нужно завести генераторы, как в Stand of Arrival или FNAF Security Breach. Схема проста. Ищем генераторы, смотрим где шкафы, заводим генератор. Если нас спалили, вырубаем все и бегом в шкаф. Ждем. И так по кругу. И всегда держим стамину наготове. Вы же не хотите стать едой для тыквы? После всех этих действий решетка откроется, и мы сбежим. Это была одна концовка, а их всего 4. Для второй концовки мы должны иметь 3 шоколадки. И в комнатах 45, 65 и 85, ну где есть знак НЛО, мы должны съесть одну шоколадку. Если слышим характерный звук, значит все правильно. Доходим до конца и видим. Кто ты? Я Майк Сандерленд. Как это возможно? Это не имеет значения. Я помогу тебе найти Ривер. Серьезно? Спасибо. Хей, ребята. Ты кто, черт возьми? Я Джеймс Сандерленд. Вы, ребят, не видели мою жену? Ее имя Мэри. Нет, но вместе мы сможем найти ее тоже. Сандерленд и спасатели. Джеймс Сандерленд, если что, является главным героем Silent Hill 2. И прикол его фамилии, ведь она совпадает с фамилией главного героя. Для третьей концовки мы должны нанять киллера за 200 баксов. Ну то есть монет. Маловато для золотой девушки. Я бы лучше попытался помочь с решетками у Офелии. Заказав услуги от человека, победившего Рейнера, мы спокойны за свою жизнь, идем до конца и видим такую катсцену. Ты зашел так далеко, человек, но теперь ты не вернешься назад. И сейчас время пожертвования Хэллоуина, но сперва сыграем в прятки. Походу, Киот наконец-то обрадовалась, что Майк обратил на нее внимание. Для чего-то концовки мы должны раскошелиться и купить меч у Хелли. Прости, Линк, я не могу предоставить тебе кредит. Возвращайся, когда ты станешь... побогаче. Или если у нас удача Дрейка, то сможем найти тот самый меч в ящике. Активируем и становимся демоном. Теперь услуги киллера нам больше не нужны. Минуя все препятствия, мы доходим до конца походкой Терминатора. Ты зашел слишком далеко. И сейчас время...
Подожди, мы же на одной стороне сейчас, правильно? Так держать, я устроил замечательный Хэллоуин, мой злобный друг. Да, это можно сказать отсылка на Resident Evil 2. Там тоже играла почти такая же музыка в сегменте про Ханка. По мелочи, что осталось, так это можно осмотреть картины. И если у вас много денег, то можете купить скины для фонарика, ту самую тыкву и милую плюшевую игрушку Кожекрада. Господи, у тебя там что, кирпичи? 6000 монет. Так держать. Давайте теперь ускоримся. Уровень дом, милый дом. Чтобы в него попасть, нам надо на уровне минус 10 выбрать путь комфорт и зайти в дом. Это место хочется запереть навечно, но мы с легкостью находим кнопку и не сбегаем. У нас другие планы. После нажатия кнопки за холодильником откроется потайной проход. И мы видим стену с небом. Заходим. Попадаем в точную копию предыдущего уровня, но только с небом. Делаем абсолютно точно такие же действия. Только при возвращении назад мы видим глаз. А если мы обойдем выход и спустимся вниз, то увидим художника. Почему ты не рисуешь? Этот вид прекрасный. Вид, напоминающий картину. Это еще не картина. Если присмотреться, у всей природы есть своя красота. Да, натуральный вид здесь, я теряюсь в нем. Это похоже на мечту. Картинка краска сама по себе у меня в голове. Есть ли смысл в фразе? Не знаю, может это библейская история? Выход, если что, ведет нас на уровень бэкрум. Теперь переходим к уровню, выхода здесь нет. Сначала должен посетить уровень 9 котиллионов, 223 квадриллиона, 372 триллиона, 36 миллиардов, 854 миллиона, 775 807. Да ты имбецил. Потом вернуться назад. Затем взять кассету, а потом засунуть ее в компьютер, где написано, что ты идиот. Тогда от такого прикола компьютер надо закинуть в кинотеатр. Сейчас настал черед говорить про уровень, места не осталось. Чтобы на него попасть, тут надо целый список пройти. Мы должны пройти секретные уровни, а именно 1, 2, 3, 4. Пройти уровень 9 котиллионов, 223 квадриллиона. Ладно, вы меня поняли. Уровень 699, уровень 999 и уровень Отель Чейз. После всего вот этого марафона мы идем в Балый лес и поднимаемся на вышку. Берем динамит. Это динамит? Я не думаю, что замечал его. Я всего лишь... Идем с взрывоопасной вещью на гору. Находим эту пещеру. Черт, я должен бежать. Везде темно, пока я не открыл свои глаза.
Ветер подул, я будто лежал на зеленом поле травы. Много мыслей в голове, что мне было интересно. Неужели мои бесконечные муки наконец подошли к концу? Неужели поистине добрался до своей свободы? Недавно где-то в глубине сознания почувствовал, что что-то не так. Это не могло быть. Ветер стал холоднее, когда я осознал. Это поля Windows, и мы случайно можем найти компьютер. Пройдя среди незнакомой зелени, я заметил нечто неуместное. Старый монитор. Из любопытства я нажал. Из ниоткуда ошибки появились на моем зрении. Когда я закрыл последнее, еще одно появилось. Когда я закрыл это, ветер усилился, а зрение ухудшилось настолько, что стал видеть все в инвертированных цветах. И трава стала фиолетовым, и небо стало черным, с облаками кровавого красного цвета. После долгого хождения в похожем бесконечном лесу, другая ошибка появилась. Перед тем, как осознав, я науклипнул. Это выглядит как уровень 0 сперва, но что-то чувствовалось странным. Это возможно отсылка на игру в Backgrounds Redacted But Bad. Эти места просто представляют собой ухудшенные, 100 раз оригинальные версии. Следующий на очереди уровень «Что-то есть на стене». Чтобы на него попасть, нужно попасть на уровень 15, развернуться, взять Memory Water и сделать ноуклип через этот глич. Мне нужно убираться отсюда. Это место стрёмное, но безопасное. Тут кроме конечности и стен нет ничего интересного. Чтобы сбежать, нам нужно ходить до тех пор, пока из стены не появится рука с золотым ключом. А потом мы идем назад и открываем дверь. Последний на данный момент секретный уровень — это Redacted. Чтобы на него попасть, мы должны провалиться в пустоту. И если сам бог рандома наделил нас удачей, а именно если мы попадем в шанс непонятно сколько, то попадем на уровень ловушку. Кстати, такой уровень реально существует, а не просто прикол, потому что название есть Redacted. Весь смысл этого уровня в том, что мы навсегда оказались в ловушке. Как бы этот уровень показывает кошмар каждого любителя путешествовать по закулисью, оказаться в ловушке без возможности выхода. Так, наша задача просто идти по пути. Если пойдем по неправильному, то ничего страшного, этот уровень нас прощает и кидает в самое начало. Проще говоря, игра на память, просто запоминаем маршрут и идем. Можно включать свет, чтобы облегчить себе жизнь. Я вас прошу, ни при каких основаниях не подходите близко к окнам. Никогда. Дойдя до конца, нас встречает. Жизнь, говорят, это театр теней. Пьеса, написанная незримыми руками. Мы бредем среди дрожащих огней, иллюзий, бросаем их на стены из тумана. Кто держит нити, и держит ли их вообще кто-нибудь? Хозяева ли мы своей судьбы, или всего лишь марионетки, запутавшиеся в причудливых ветвях случая и танцующие под музыку, которую нам не дано услышать? В эхе бесконечных вопросов мы теряем суть того, почему все происходит именно так. Правила ясны, так говорят. Но кто их пишет? Бог, смеющий во тьме, или мы сами, ослепленные страхом оказаться ничем? Каждая ошибка — это узел, который мы завязываем. Каждый триумф — маска, которую мы надеваем. И где-то в глубине души мы смеемся, зная, что нам никогда не выбраться из этого лабиринта.
В конце концов, что такое жизнь, если не испытание мужества, где награда, осознание того, что смысл всегда таился в тишине, и мы продолжаем путь, крысы или боги, притворяясь, будто забыли то, что когда-то знали. И на последнем повороте, когда опустится занавес, быть может, мы поймем. Зрителей не было, только мы. Обсудив все эти уровни, давайте подумаем их смысл. Если говорить в двух словах, то его нет. Смотрите, уровень Стеклянный рай, Дом Милый Дом и вот это рукообразное нечто, они просто имеют выход, и все. До банана ничего нет. Да, возможно, есть скрытые отсылки на лор, но без доп. Информации это превращается в простое гадание. Уровни, связанные с Джеком, это, скажем так, сказ о том, как Майк боролся с тыквой. Уровни с экраном смерти и полем Видунса, это вообще отдельная история. Там вообще непонятно, что к чему. Но Red Dead это просто прикол. Типа, человек не знаешь про этот уровень, случайно туда попадет. Вот умора будет. Просто все они такие странные, что будто они несут в себе одно исключительное значение, а именно они добавлены по рофлу. Но можно ли их считать каноном? Я думаю, да, потому что все они, представьте себе, имеют выход. Вот чего нельзя сомневаться, так это вот в этих уровнях. А вот эти уровни, вот тут сомнительно, они все ведут в бонусную комнату. И если мы их считаем каноном, то получается Майк их воспринял как сон собаки, то есть бессмысленное нечто. Полный бардак. И это прям точное описание. У них нет глубокого смысла для сюжета, ну кроме той записки в Стеклянном рае. Но для игры есть смысл. Эти уровни просто существуют, чтобы дать игрокам чувство странности. Но подождите, если они добавили список, значит будут еще секретные уровни. И кто знает, может все-таки добавить какой-то сюжет, ну скажу так, только между секретными уровнями.